Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименков. И в этом видео я снова хочу вас познакомить с сенсационными фактами, которые можно отнести к Антарктиде. Потому что, как вы увидите, Антарктида, оказывается, это континент-рекордсмен. Причем рекордсмен противоположности. Как это уживается в одном континенте, вы увидите, что за рекорды несет Антарктида, и насколько они сенсационные, насколько они несут еще больше новых открытий. Потому что все вы знаете, что Антарктида — это континент, расположенный на самом юге Земли. То есть его центр примерно совпадает с южным географическим полюсом. Это, в принципе, известно всем. Но то, что Антарктиду называют материк за облаками, или Антарктиду еще называют куполом или форточкой планеты в космос, известно небольшому количеству людей. А почему так ее называют? Потому что Антарктида самый высокий континент на Земле. То есть рекордсмен фактически. Поверхность ее возвышается над мировым океаном больше, чем у других материков. То есть в среднем это 2000 метров над уровнем моря. Ну, есть и 4000. То есть есть рекорды. А средняя высота континента над уровнем моря 2000 метров. То есть это примерно в 3 раза больше, чем у Африки и у Северной Америки. Ну и раза в 2 больше, чем у Азии. То есть именно из-за этого Антарктида получила название купол планеты или форточка в космос. То есть, казалось бы, да, находится в самом низу, при этом является самым высоким континентом. Но и тут же идет противоположность. То есть новая экспедиция из Антарктиды принесла странные для научного мира вести. Как оказалось, ледяной покров древнего континента скрывает под собой разлом глубиной в 4 километра. То есть не только самый высокий континент, но и самая глубокая дыра. То есть этот официальный самый большой каньон в мире. Находится он прямо под ледником Денман. Открытие сделал профессор Калифорнийского университета Мэтью Морлингем. То есть, но это же еще не все. Ученые предприняли несколько попыток измерить точную глубину провала звуковым оборудованием. Но проблема состоит в том, что впадина слишком глубокая для такого оборудования. Эхо идет не от дна, а от стен. И это затрудняет поиск дна. То есть существует даже смелая теория о том, что это бездонный провал. И даже теоретики допускают такую возможность, что этот провал может уходить до самого центра планеты. То есть в древности есть легенда про врата Посейдона. Может, скорее всего, ученые нашли вход в эти врата, которые ведут в внутренние полости планеты. То есть они зафиксировали 4000 метров. Это то, что позволило измерить оборудование. Больше оборудование просто не позволяет им измерить. Сколько же глубина этого провала. Кроме этого, вы, конечно, должны были понимать, что, скорее всего, как раз Антарктида является рекордсменом по минусовым температурам. То есть самая низкая температура на Земле официально составила 98 градусов. Такой температурный рекорд был установлен 31 июля 2010 года. И его со спутников зафиксировали. Новый рекорд, как и предыдущий, был установлен в восточной части материка. По мнению исследователей, температура может упасть и до всех минус 100. То есть нужны только подходящие условия. То есть, ну это как бы понятно. В Антарктиде холодно, вот зимой достигли минимальной температуры на Земле. Рекордсмен. Но на самом-то деле Антарктида по количеству солнечного тепла тоже является рекордсменом. То есть количество солнечного тепла, поступающее на земную поверхность, в Антарктиде летом достигает 30 килокалорий на квадратный сантиметр в месяц. Нигде больше на поверхности Земли таких больших сумм месячной радиации не наблюдается. Велики в Антарктиде годовые суммы тепла, поступающего от Солнца. На каждый квадратный сантиметр за весь год попадает в среднем около 120 килокалорий лучистой энергии. Почти столько же тепла земная поверхность получает в экваториальной зоне, где жарче всего. То есть, поэтому ничего удивительного, когда наука находит в Антарктиде множественно окаменевшие остатки теплолюбивых растений, животных и даже костные остатки людей находит. То есть, по всем данным, если бы не было какой-то катастрофы, Антарктида была бы самым жарким местом на Земле. И только какие-то гигантские катастрофические события привели к тому, что она фактически оледенела. А чем это объясняется? Объясняется тем, что поверхность Антарктиды находится высоко над уровнем моря. И, следовательно, солнечные лучи на пути к ней проходят через меньший слой воздуха.
К тому же воздух здесь отличается исключительной прозрачностью, так как содержит значительно меньше различных взвешенных частиц, чем в других континентах. Кроме того, в середине южнополярного лета Земля, двигаясь по своей эллиптической орбите вокруг Солнца, проходит точку перигелия. А это значит, что она находится ближе к нашему светилу, чем в Офелии, то есть которая она достигает в разгар лета северного полушария. За счет этого Антарктида летом получает солнечной энергии на 7% больше, чем Арктида летом северного полушария. То есть это то, что я говорил. Когда у нас в северной части Земли зима, то есть декабрь, то на самом деле Солнце к нам максимально близко. Но из-за того, что у нас, как говорится, угол меняется, то в северной части Земли зима, а в южной части Земли лето. И как раз Антарктида, когда у нас в северной части зима, у них там лето, и у них получается больше прогрев, потому что действительно Антарктида получается ближе к Солнцу. То есть это ближайшая точка к Солнцу, поэтому она больше тепла и получает. Перед вами еще одно доказательство. Вот фиксация со спутника температур 2-3 сентября, они были зафиксированы. Температура над Антарктидой, внимание, составила 40 градусов тепла. 40 градусов тепла над ледяным фактически щитом. То есть это отголоски тех положительных температур, то, что было раньше. Поэтому здесь ничего удивительного, все закономерно. Ну, и поэтому, кстати, Антарктида является еще и самым сухим местом на Земле, оказывается. То есть технически пустыней считается место, где за год выпадает менее 254 мм осадков. В Сахаре, к примеру, выпадает сейчас всего 25 мм. Среднегодовое количество осадков в Антарктиде примерно такое же. Однако 2% всей территории континента известны как сухие долины, полностью свободны от льда и снега. И там вообще никогда не идет дождь. То есть вам говорили, что Антарктида это место полностью там покрыто снегами, там много льдов. А оказывается, там есть места, где льда нет от слова вообще. Это так называемые сухие долины Макмерда. То есть бесснежные долины антарктических оазисов. На территории земли Виктории в Антарктиде с западу от пролива Макмерда. Это самая большая, то есть около 8000 квадратных километров, не покрытая льдом область в Антарктиде. Сухие долины настолько близки к природным условиям Марса, что НАСА проводила там испытания спускаемых космических аппаратов. То есть вот он фактически Антарктида, рекордная пустыня из-за этих вот всех условий, стечения обстоятельств. А что же убирает ведь этот снег, лед? Одновременно Антарктида является самым ветреным материком на Земле. Ветры достигают скоростей и продолжительности, бьющие все мировые рекорды. То есть и здесь Антарктида рекордсмен. Уникальные природные условия в районе сухих долин вызваны так называемыми катаболическими ветрами, от греческого слова, означающие «дующий вниз». Они возникают, когда холодный и плотный воздух опускается по склону холма исключительно под воздействием силы тяжести. Такие ветры могут достигать скорости 320 км в час. То есть самая большая скорость ветра на Земле. Они полностью испаряют встречающиеся на пути влагу, воду, лед, снег, то есть все. Вот почему в Антарктиде есть и пустыни. Одновременно материк претендует на звание самого влажного места на Земле. То есть и самое сухое место на Земле, и самое влажное. Это все одновременно. Так как наибольшее скопление пресной воды сосредоточено именно в ледниках и снегах Арктики и Антарктики. То есть по разным оценкам 78%. То есть именно в Антарктиде в виде льда находится больше всего в мире запасов пресной воды. То есть по разным оценкам от 60 до 70% я встречал эти оценки. Но сам факт. То есть Антарктида рекордсмен по влажности, по запасам пресной воды во всем мире. То есть и там сосредоточено их примерно около 70% запасов пресной воды. Именно то, что находится на поверхности нашей Земли. Но если весь этот лед растает, то площадь Антарктиды по оценкам ученых сократится на треть. Уровень мирового океана в этом случае повысится на рекордные 60 метров. Отчего такие города, как Лос-Анджелес, Лондон или Санкт-Петербург, уйдут под воду. То есть фактически, когда Антарктида еще не была покрыта льдом, можно предположить, что очертания континентов по всей Земле имели совершенно другой вид. Потому что та вода, которая тогда сейчас скопилась на Антарктиде, она фактически была в морях, в океанах. А сейчас она, наоборот, сгенерирована в виде льда на Северном и Южном полюсе.
Друзья, не могу пройти мимо грандиозной предновогодней распродажи на все товары марки Синтезит. Только до 29 декабря у них скидка до 40% на все препараты. Вы знаете, в следующем году серьезно вырастет налоговая нагрузка, и Синтезит вынужден будет поднять цены. Но сегодня можно купить не просто по старым ценам, но и с самой большой возможной скидкой. Всем рекомендую попробовать Синтезит, в том числе их уходовую косметику. В связи с тем, что не только среднегодовые, но и на большинстве территорий даже летние температуры в Антарктиде все-таки не превышают 0 градусов, осадки там, если и выпадают, то только в виде снега. То есть дождь — это очень крайне редкое явление. Он образует ледниковый покров, который снег спрессовывается под собственным весом толщиной более 1700 метров. Но местами он достигает по одним данным 4300, а по современным даже 4800 метров. То есть это самый большой ледяной покров на планете. Но самое интересное, что же под этим покровом скрыто? Тоже рекордный кратер Земли Уилкса. Геологическое образование, расположенное под ледяным щитом Антарктиды в районе Земли Уилкса, имеющий диаметр около 500 километров. То есть это самый большой кратер на Земле, который, скорее всего, и стал причиной той катастрофы, которая сделала из Антарктиды действительно безжизненную пустыню. А почему именно так я говорю? Потому что, когда я изучал данные про катастрофы прошлого, все ссылки будут на материалы в описании, как всегда, и мы рассматривали катастрофу не Антарктиды, а Атлантиды. То есть та, что в Атлантиде действительно была суша, как она погибла, то мы находили причину катастрофы, которая произошла 13 тысяч лет назад по всем летописям. Это была луна Фата, которая, падая на Землю, раскололась на части, попала в океан, в различные континенты, получается, и образовалась, как говорится, волна гигантская, которая фактически смыла весь прошлый мир, а не какие-то континенты ушли действительно под воду. Ну, это я все рассматривал в предыдущих видео, перейдите, посмотрите. Так вот, ища эти места падения этой Луны, я нашел как раз вероятное место падения одного из крупных осколков Фаты. Это так называемый желоб Пуэрто-Рико. Длина этого желоба составляет 1754 километра, а то и даже больше, я считаю. Ширина около 97 километров, а наибольшая глубина 8380 метров, что является максимальной глубиной Атлантического океана. Но кратер, который как раз образовал этот желоб, он имеет размеры 750 на 500 километров. То есть точная длина как раз образования на Антарктиде неизвестно, то есть там минимальная 500 километров. Я всегда говорю, если есть продолговатый размер, то есть это что-то упало с неба, это точно упало и ударилось в корку Земли нашей. Потому что если взрыв над Землей, то это было бы что-то круглое. Если оно имеет продолговатый размер, значит это уже ударилось прямо в поверхность Земли. То есть мы видим, здесь тоже как бы базовый размер 500 километров. То есть, скорее всего, это как раз одна из кусочков Луны Фаты. Потому что есть еще один гигантский кратер, который наука тоже не замечает. Он находится в современном Китае. Это размер его 900 километров на 370. То есть, вполне возможно, что Фата раскололась на 3 куска. И теперь понятно, почему 13 тысяч лет назад произошла катастрофа, в которой погибло больше 90% живых существ по всей Земле. И на Земле, и под водой. И почему она была такой гигантской. То есть расколовшаяся Фата на 3 части ударила фактически по Атлантиде, по Америке, по Китаю. И даже какой-то кусок в Антарктиду врезался. В итоге и произошла эта глобальная катастрофа, которая привела к оледенению Антарктиды и образованию того микроклимата, который мы как бы сегодня видим. Так что наука предполагает, что если это образование действительно является ударным кратером, то создавший его метеорит был примерно в 6 раз больше, то есть 60 километров, а то и более, метеорита, создавшего кратер Чикшулуб, который, как считается, вызвал массовое вымирание на границе Мезозоя и Кайнозоя. Я же вам по планете показал уже 3 подобных кратера. Это как бы подтверждает все легенды про катастрофу 13 тысяч лет назад. Ну и, соответственно, рядом с этим кратером находится легендарное озеро Восток. То есть оно расположено под ледяным щитом толщиной больше 3700 метров, размеры 250 на 50 километров, глубина озера более 1200 метров, а пресная вода содержит рекордные
кислород, которого в 50 раз больше, чем в обычной пресной воде. Ну, может, это как раз нормальное количество кислорода для атмосферы прошлого. Это вопрос как раз открытый для новых научных открытий. Ну, а те сенсационные находки, которые я рассматривал в предыдущих видео в Антарктиде, переходите, знакомьтесь, потому что там были найдены легендарные люди и маленького роста, и с вытянутыми черепами, и вообще представители подводной цивилизации, их изображения, пирамиды там нашли. То есть все говорит о том, что жизнь в Антарктиде была, она была многозначительна, она была в нормальных условиях, при плюсовых температурах, и все это последствия оледенения, это последствия той катастрофы, которая произошла, скорее всего, не миллионы лет, а максимум 13 тысяч лет назад, а может даже и в другое время. То есть это все нужно изучать. То есть переходите, Антарктида, сенсационные находки тоже, что же там нашла наука. То есть таких видео уже было 3 про Антарктиду, где я показывал, что о том, что она существует, знали еще в 1531 году, изображали ее на картах. То есть такое возможно, то если происходила еще одна катастрофа, в которой человечество теряло знания, информацию, а потом снова их возобновляло, почему Антарктиду считают открытой всего-то 200 лет назад. Все материалы в описании под видео, переходите, знакомьтесь, а мы будем делать выводы. Антарктида самый высокий континент. Поверхность ее возвышается над мировым океаном больше, чем у других материков. То есть ее высота в среднем 2000 метров, но если 4000 метров над уровнем моря, то есть это в 2-3 раза больше, чем у других континентов. Из-за этого Антарктиду еще называют куполом планеты или форточкой в космос. Ледяной покров древнего континента скрывает под собой разлом глубиной в 4 километра. И это официально самый большой каньон в мире. Он находится прямо под ледником Денман. Существует и довольно смелая теория о бездонном провале под Антарктидой. Наука допускает такую возможность, провал может уходить до самого центра планеты. У них пока нет даже инструментов, чтобы измерить его настоящую глубину. Количество солнечного тепла, поступающее на земную поверхность в Антарктиде, летом достигает 30 килокалорий на квадратный сантиметр в месяц. Нигде больше на поверхности Земли таких больших сумм месячной радиации не наблюдается. Велики в Антарктиде годовые суммы тепла, поступающие от Солнца. На каждый квадратный сантиметр за год здесь падает в среднем около 120 килокалорий лучистой энергии. Почти столько же получает тепла земная поверхность в экваториальной зоне, то есть в самом теплом месте фактически на Земле. Самая низкая температура на Земле официально составляет минус 98 градусов. Температурный рекорд был установлен 31 июля 2010, они со спутников это фиксировали. Новый рекорд, как и предыдущий, был установлен в восточной части материка. По мнению исследователей, температура может упасть еще ниже, до всех минус 100. То есть для этого нужны только подходящие условия, которые придет время и создадутся. При этом Антарктида самое сухое место на Земле. Технически пустыня считается место, где за год выпадает менее 250 мм осадков. В Сахаре, например, их выпадает всего 25 мм. Среднегодовое количество осадков в Антарктиде примерно такое же, однако 2% всей территории континента, известные как сухие долины, полностью свободны от льда и снега, там вообще никогда не идет дождь. Антарктида является самым ветреным материком на Земле. Ветры достигают скоростей продолжительности, бьющих все мировые рекорды. Уникальные природные условия в районе сухих долин вызваны так называемыми катаболическими ветрами, то есть от греческого «дующий вниз». Такие ветры могут достигать скорости 320 км в час, это то есть самая большая скорость ветра на Земле, полностью испаряя встречающиеся на пути влагу, воду, лед, снег, то есть все. Одновременно материк претендует на звание самого влажного места на Земле. Наибольшее скопление пресной воды сосредоточено в ледниках и снегах Арктики и Антарктиды, то есть до 70%. Именно в Антарктиде в виде льда находится больше всего в мире запасов пресной воды, то есть по разным оценкам от 60 до 70%. В связи с этим и на большинстве территорий даже летние температуры в Антарктиде не превышают 0 градусов, осадки там выпадают только в виде снега, то есть дождь крайне редкое явление. Они образуют ледниковый покров, снег спрессовывается под собственным весом, его толщина уже 1700 метров, это средняя в принципе, но местами она достигает 4300, 4800 по разным данным. Это самый большой ледяной покров на Земле. Но если весь этот лед растает, а это самые большие запасы пресной воды, то площадь Антарктиды, по оценкам ученых, сократится на треть. Уровень мирового океана в этом случае повысится на рекордные 60 метров. Отчего такие города, как Лос-Анджелес, Лондон или Питер, уйдут под воду.
Также кратер Земли Уилкса – это геологическое образование, расположенное под ледяным щитом Антарктиды в районе Земли Уилкса, имеющий диаметр около 500 километров. Самый большой кратер на Земле. В Антарктиде находится самое большое в мире подледное озеро, знаменитый водоем Восток, находится под ледяным щитом толщиной 3700 метров, имеет размеры 250 на 50 километров, глубина озера более 1200 метров. Пресная вода в озере содержит кислорода примерно в 50 раз больше, чем в обычной пресной воде. Может, как раз это нормальный уровень кислорода для атмосферы прошлого. Ну, помните, повторение мать учения, но информация с первого раза никогда не усваивается. Смотрите видео столько раз, сколько нужно. Все ссылки на использованные материалы в описании под видео, кнопочку еще нажмите, все откроется. Либо смотрите в конечных заставках к видео. Ну, не превращайтесь в четвертую обезьяну нашего времени, которая просто уткнулась в гаджет, ничего не видит и ничего не слышит. Напишите свой комментарий, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь видео в социальных сетях, для того, чтобы здравомыслия стало больше, новые исследователи подключились к этому направлению, ну, больше информации на канале и в конечных заставках к видео. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей, и имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.